Сегодня покажу рецепт вкусный и простой, а главное очень удобный в приготовлении. Начнем с главного героя. Для этого рецепта беру именно куриные бедра на кости. Напишите в комментариях, какое мясо вы обычно берете для такого блюда. Предварительно подготовила курицу и удалила все лишнее. Теперь важный нюанс. Делаю надрезы на коже и стараюсь прорезать поглубже. Это нужно для того, чтобы маринад не просто остался сверху, а пропитал изнутри. Складываю мясо в глубокую миску. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Теперь переходим к маринаду. Добавляю соль, горчицу, специи для мяса без соли в составе. Так легче контролировать общий вкус. Сюда же идет сушеный чеснок и моя любимая копченая сладкая паприка. Она дает не только вкус, но и потрясающий цвет. И обязательный ингредиент – растительное масло. Растительное масло буквально приклеивает сухие специи к мясу. А вы наблюдали такой эффект, когда добавляете растительное масло в маринад? Напишите об этом в комментариях. Тщательно перемешиваю, втирая специи в надрезы, что мы сделали. Беру пару луковиц и нарезаю их кольцами, довольно крупно. Выкладываю их на дно формы. Лук здесь играет роль подушки. Он не даст мясу подгореть и отдаст всю свою сладость соусу. Крупные кольца остаются более целыми и становятся вкусным гарниром сами по себе. Сверху идет картофель. Я его помыла, почистила и нарезаю кругляшами. Выкладываю ровным слоем прямо на лук. Спасибо вам большое за теплые слова в комментариях. Мне очень приятно. Тут нет строгих правил по количеству. Все зависит от размера вашей формы и аппетита семьи. Кто-то любит, когда больше лука, кто-то предпочитает побольше картошки. Овощи присаливаю и посыпаю молотым кориандром. Еще добавляю чеснок, но резать его мелко не буду. Он даст аромат. Насыпаю чеснок сверху и выкладываю нашу замаринованную курицу. Мужская часть зрителей спрашивает в комментариях, а где же мясо? Так вот, мужчины, этот рецепт, я очень надеюсь, придется вам по вкусу. Тут все как вы любите, и мясо, и картошка, и еще кое-что интересное. Духовка у меня уже разогрета до 190 градусов. Режим выбираю вверх-вниз, без конвекции. Для красоты и дополнительного сока я добавляю немного грибов и помидоры. Грибочки беру небольшие и выкладываю их целиком. Помидоры тоже пойдут целенькими. Накрываю форму фольгой. В описании и в конечных заставках у меня еще есть и другие вкусные рецепты. Заглядывайте. Обязательно сохраните рецепт, чтобы в нужный момент очень быстро его найти. Отправляю форму в духовку примерно на полчаса под фольгой. Это время нужно, чтобы овощи стали мягкими, а мясо начало отдавать сок. Прошло 30 минут. Достаю форму и аккуратно снимаю фольгу. Дальше беру небольшие кусочки сливочного масла и выкладываю их в форму. Масло смешивается с мясным соком и маринадом, создает сливочную подливку. Теперь отправляем обратно в духовку уже без фольги, минут на 20. Тут важно учитывать особенности вашей духовки. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Также, если духовка позволяет, можно минут на 5 включить режим гриля для золотистой корочки. Сочная курица с подливкой. Все в духовке. Никаких дополнительных приспособлений. Все в одной посуде готовится. Без зажарок и лишнего масла. Все в меру. А посмотрите, какая сочная и нежная. Надеюсь, этот простой рецепт станет частым гостем на вашем столе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Это очень поможет тем, кто еще не видел этот рецепт, найти его в ленте. И заглядывайте на канал чаще. Здесь еще найдется что-то вкусное для вашего ужина. Приятного аппетита!